Всем доброго дня. Надеюсь, меня видно и слышно. И сегодня, несмотря на то, что у нас накопилось достаточно много различных тем, достаточно интересных тем для обсуждения, сегодня я бы хотел обратиться к теме Jeet-Kune-Do, несмотря опять на то, что мы эту тему, в общем-то, уже поднимали, частично обсуждали, у нас есть видео с этим связанное на канале и так далее. Но поскольку сейчас у нас в 4 частях выходит интервью с Дмитрием, связанное с практикой Jeet-Kune-Do, и это интервью, мне кажется, достаточно интересно для вдумчивых, конечно, людей, а не для тех, кто, вопреки словам Брюса Ли, которые вот прошли в заставке к этому стриму, вопреки этим словам, тем не менее считает, что Jeet-Kune-Do что-то такое совершенно финальное в развитии боевых практик. Так вот, в общем, сегодня мы говорим не о том, что Jeet-Kune-Do это вершина, это совершенство всех боевых практик, так же как мы с вами не можем утверждать, что, например, ММА является вершиной всех боевых практик, или там Тенлан-Пай, или там Винчунь, или еще что-то там и так далее. Вот вообще не это мы будем с вами обсуждать. Мы просто можем поговорить о Jeet-Kune-Do в несколько другом ключе, чем обсуждали раньше. И, по сути, вот это вот интервью с Дмитрием, кстати, ссылка на интервью, на первую часть интервью вот там внизу в описании к видео, а ссылка на все последующие части, которые вот будут выходить в ближайшее время, обозначена, собственно, в описании вот к этой первой части, ну и ко всем последующим. Так что, кому будет интересно, то те смогут посмотреть все интервью целиком, там в том числе с демонстрацией каких-то отдельных моментов, связанных с боевой практикой. Спасибо еще раз Дмитрию и Владимиру, которые нам это демонстрировали, которые отвечали там на мои вопросы и так далее. И, кстати, что касается самого интервью, надо сказать, что у меня, так сказать, были подготовлены одни вопросы. В реальности мне пришлось задавать совершенно другие, за что я еще раз очень благодарен Дмитрию, потому что когда идет немножко не по задуманному сценарию интервью, я полагаю, что оно более интересно, более живо и так далее. В общем, я надеюсь, что вам это интервью понравится. И понравится не только тем, кто любит Jeet-Kune-Do, не только тем, кто так издалека его поддерживает, ну просто, я не знаю, есть такие люди, да, которые сами ничего не умеют, но тем не менее что-то поддерживают, какие-то боевые практики. И надеюсь, что это интервью понравится и тем, кто отвергает Jeet-Kune-Do, кто не считает его боевым искусством там, и так далее. Для этого есть ряд причин, согласитесь. Вот. Но то, что это относится к все-таки неким боевым практикам, это тоже факт. Просто это направление не является традиционным, китайским, например, или японским, корейским и каким угодно, да. То, что оно создавалось на базе, отчасти на базе боевого искусства, такого как Винчунь, и отчасти на базе спортивных единоборств, которые боевыми искусствами не являются и боевыми практиками не являются, а называются около боевыми практиками, да. Вот. Это тоже все факт. Но итогом этого всего, конечно, стало большое количество различных клубов, связанных с Jeet-Kune-Do. Эти клубы, как правило, книжные. Я еще раз просто напомню, что реальных учеников Брюса Ли можно пересчитать по пальцам. Далеко не все из них преподавали в дальнейшем Jeet-Kune-Do. У нас есть дальнейшие модификации Jeet-Kune-Do, такие как Арнис, например, такие как, знаете, вот частично, вернее, есть люди, которые считают, что продолжением идеи Jeet-Kune-Do является ММА. И, кстати, если вы покопаетесь в истории ММА, то вы очень быстро поймете, что это не совсем так, что первоначальная идея ММА действительно была заимствована у Брюса Ли. Потому что Брюсу Ли принадлежит такое высказывание, что тот Jeet-Kune-Do, которым владеет сам Брюс Ли, что оно обязательно должно подвергнуться дальнейшим изменениям. И что спустя время Jeet-Kune-Do будет выглядеть вообще не так и должно выглядеть вообще не так, как это делал Брюс Ли. Да? С одной стороны.
С другой стороны, он говорил о том, что это вот практика свободной такой боевой работы там, и так далее. И вообще должно прийти время, когда от спорта все немножечко отойдут, и будет ну, какое-то настоящее движение к боевым практикам. Да? И вот первоначальная ММА, идея ММА действительно была заимствована создателями ММА, значит, была заимствована именно у Брюса Ли. Но после того, как эта идея была выкуплена одним известным казино, владельцами одного известного казино, сразу бабло победило зло, как говорят, да? Но в данном случае бабло победило добро. И эта идея была, конечно, искажена до собственной противоположности. И те, кто на сегодняшний день считает, что ММА это прям вот продолжение идей Брюса Ли, те, естественно, ошибаются, просто не знают историю того, чем занимаются. Да? Соответственно, не представляют себе, насколько эта практика боевая или не боевая. Но об этом мы сейчас не будем говорить. Мы сейчас будем все-таки возвращаться именно к теме джит-кундо, к теме того, что джит-кундо на сегодняшний день из себя представляет и так далее. Давайте кратенько, буквально еще разочек. Джит-кундо вообще означает путь опережающего кулака. И мы его произносим неправильно, потому что кантонская вот эта транскрипция, вернее, кантонского языка, она очень своеобразная. В частности, когда от винчунистов там слышишь ну, какие-то термины, например, на ломаном кантонском, то, конечно, немножечко ужасаешься, потому что, ну, во-первых, слушайте, не буду сейчас погружаться в тему транскрипции вот этих вот всех и озвучек там и так далее, вот, но то, что путь опережающего кулака звучит несколько по-другому, джет-кундо, да, звучит вот таким вот примерно образом, и, в общем, мы его произносим не совсем верно, это для нас, для всех уже совершенно не важно, да, потому что вот это вот искаженное джит-кундо, которое мы сейчас постоянно пользуемся этим термином, оно уже вошло в обиход, оно стало таким нарицательным, да, каким-то. И под ним подразумевается чаще всего ну, какие-то клубы, еще раз, чаще всего книжные, которые так или иначе считают себя последователями Брюса Ли. И в данном случае ошибки большой действительно нет. И то, что джит-кундо во всем мире, практически во всем мире является книжным, а еще раз, книжным это без прямой передачи. То есть никогда вот кто-то там, условно, Брюс Ли научил Ивана Ивановича, Иван Иванович обучил там Сидора Сидоровича и Петра Петровича, а они там обучили еще кого-то там и так далее. Да? То есть вот такой вот прямой передачи мы на самом деле не видим в джит-кундо. И, собственно, сам Брюс Ли на этом не настаивал. Еще раз он говорил о том, что совершенно нормально, что его джит-кундо будет переформатировано, да? Будет как-то ну, постепенно будет меняться и постоянно будет меняться там, и так далее, и так далее. И с чем это связано, кстати, он тоже говорил. Он говорил, что, во-первых, это связано с характером, темпераментом каждого бойца, во-вторых, с тенденциями, основными тенденциями какими-то боевыми в мире, которые тоже меняются так или иначе, ну и так далее. В общем, у него на этот счет была своя концепция, которая, к сожалению, очень многими бойцами на сегодня забыта. И вот с этой точки зрения, кстати, очень интересна была беседа с Дмитрием, как раз как с человеком, который, как мне кажется, ну, опять с моей субъективной точки зрения, мне кажется, что Дмитрий очень правильно понимает концепцию Брюса Ли, изначальную концепцию. И это слышно в каждом, ну или не знаю, во многих, по крайней мере, ответах Дмитрия. Еще раз адресую вас к этому интервью, о котором я сейчас говорю. Так вот, когда мы говорим о джит-кундо, как о практике уже все-таки книжной достаточно, потому что информация об этом направлении, собственно, распространялась через СМИ, ну, то, что мы сейчас называем там, через масс-медиа, вернее, да, точнее, ну, то есть через фильмы Брюса Ли, через книги. Кстати говоря, да, все знают, что вообще-то вот это вот четверокнижие, вот 4 тома таких тонких достаточно, которые издал Вэхара, что они не являются буквально произведениями Брюса Ли. Да? Ребята, обращайте внимание на авторство тех или иных книг, в том числе по джит-кундо. Да? Существует целый ряд книг, уже написанных, в том числе нашими современниками, связанными с джит-кундо. Обращайте внимание на авторство.
Значит, не все, кто говорят о Джит Кундо, являются Брюсами Ли, не все, кто пишет о Джит Кундо, являются Брюсами Ли и так далее. Да, это, я надеюсь, всем понятно. На самом деле Брюс Ли сам написал не так много на этот счет, больше говорил в различных интервью, ну, плюс что-то мы можем наблюдать, например, в его фильмах и редких демонстрациях. Да? То есть в этом смысле мы имеем весьма размытное представление о том, какую именно техническую модель Брюс Ли закладывал в Джит Кундо. И существуют, конечно, различные такие версии о том, что Брюс Ли своим ученикам раскрывал далеко не все секреты, ему известные, там, например, да, или что он пользовался только частью арсенала, другую часть как бы он почему-то не использовал, например, ну и так далее, так далее. Мы можем на этот счет философствовать как угодно. Факт остается фактом. Мы до конца не очень хорошо себе представляем, что именно закладывалось все-таки Брюсом Ли в Джит Кундо, и имеем дело только с тем, что Брюс Ли сам транслировал как, по крайней мере, какую-то часть своей школы, созданной им, да, и в этом смысле мы можем опираться на какие-то иллюстрации, взятые, например, из его рабочих тетрадей. Такие иллюстрации, они в сети даже доступны, вы можете легко их найти. Эти иллюстрации далеко не высокого качества, потому что они от руки исполнялись Брюсом Ли, он был далеко не художник, и я думаю, всем это понятно, да. Вот, эти иллюстрации в том числе помещены в какие-то книги, связанные с Джит Кундо и так далее. И когда мы говорим о Джит Кундо, вот в первую очередь хотелось бы сразу немножечко предвосхитить, как бы это сказать, восторг последователей. Ну, чаще всего таким восторгом обладают люди, которые только начали свой путь в каких-то боевых практиках, ну и в частности, например, в Джит Кундо, да. Так же, как многие люди, которые только начинают свой путь в Шотокан, в Кёкушин, не знаю, в кикбоксинге, в Find This Shrine, там, я не знаю, в Тонланпай, в Винчун и так далее. Вот на первых этапах вполне возможно такое восторженное впечатление о том, чем вы занимаетесь, да. Возможно, некоторое разочарование в себе, но восторженное впечатление в том, чем вы занимаетесь, да. Вот, и давайте я сразу предостерегу от таких восторженных отзывов о Джит Кундо, потому что сам Брюс Ли, собственно, я еще раз, наверное, сейчас, если смогу, одну секундочку, сейчас зачитаю. Если станут говорить, что Джит Кундо отличается от того и от этого, пусть тогда название его будет просто стерто. Вот что написал сам Брюс Ли, да, это его личное высказывание, я надеюсь, здесь все понятно. И для тех, кто вдумчиво читает тексты, ну, в частности, вот, например, если мы вернемся к книге «Путь опережающего кулака», где, собственно, мысли Брюса Ли высказываются буквально, им же высказываются, он рассказывает там и о Джит Кундо, и об основной концепции Джит Кундо, об основных концепциях, связанных с боевым искусством, об основных концепциях, связанных с, как это сказать, с теоретической, в том числе, составляющей Джит Кундо и вообще боевых искусств и так далее. Для тех, кто не читал эту книгу или читал невнимательно, как многие это делают, не вдумываются в то, что читают, выхватывают то, что им просто самим приятно, например, там услышать. Очень многие люди читают эту книгу, да, это уже не секрет, считает, что Брюс Ли в ней утверждает, что Джит Кундо – это вершина мастерства, и лучше Джит Кундо ничего нет. Ребята, это неправда. Еще раз внимательно перечитайте эту книгу. Вы поймете, что совершенно о другом там идет речь. И в этом смысле Брюс Ли не ставит Джит Кундо выше, чем другие боевые практики. Внимательно почитайте, вы в этом убедитесь. И, кстати, у нас на канале даже есть несколько видео, которые связаны, например, с анализом одного из интервью Брюса Ли. Таких интервью не так много было все-таки. И вот в одном из интервью он как раз, так сказать, развивает эту тему Джит Кундо, тему боевых искусств вообще. И он не высказывается плохо против традиционных китайских боевых искусств. Ребята, это очень важно. Поэтому те последователи Брюса Ли, которые считают себя его последователями, да, сильно ошибаются, что следуют его пути. Потому что Брюс Ли не говорил, что традиции, традиционные китайские боевые искусства никуда не годятся. Вот вообще не это утверждал. И та модификация, к которой он пришел,
Джит Кундо, она была вызвана не столько разочарованием там, в боевых искусствах, сколько несколько другими факторами, о которых мы уже с вами говорили, повторять сейчас это не буду, потому что мне хочется говорить сейчас не о личности Брюса Ли, а скорее все-таки о Джит Кундо. Такая длинная подводка у нас к этому получилась, и тем не менее. Значит, если мы говорим о Джит Кундо, то, наверное, мне придется слегка коснуться моего личного опыта, связанного с этим направлением. Значит, собственно, я никогда не утверждал, что Джит Кундо конкретно я занимался у какого-то учителя, как и многие другие люди. И если у вас есть учитель, там, инструктор, например, по Джит Кундо, не исключено, что он занимался по каким-то книгам. Ну, правда, сейчас уже Джит Кундо имеет свое развитие какое-то, и действительно есть люди, которые ездят на семинары к другим бойцам, которые преподают Джит Кундо, но они уже, в свою очередь, наверное, тоже были достаточно книжными бойцами, они учились из книжек там, и так далее. То есть в этом смысле, еще раз напомню, мы не имеем традиции, мы имеем книжное Джит Кундо и его развитие, его дальнейшую передачу и его, ну, в некотором смысле, наверное, какую-то трансформацию, хотя и не очень большую, потому что большинство последователей Брюса Ли все-таки стараются держаться линейности такой, которая была присуща самому Брюсу Ли, и не выходить за эти рамки. Да? Хотя сам Брюс Ли, еще раз напомню, предполагал, что должен быть совершенно другой процесс. Что каждый боец фактически должен вносить свои какие-то особенности в Джит Кундо, и Джит Кундо Ивана Ивановича и Петра Петровича. Это должны быть два разных вообще Джит Кундо, два разных совершенно боевых направления, между собой мало чем связанных. Да? Но мы этого, к сожалению, не видим. Мы видим как раз то, что отрицал Брюс Ли в самом начале и в самом конце, собственно, своего боевого пути. Да? Он говорил о том, что придерживаться одной модели, придерживаться жестких каких-то установок и жестких правил, и жестких каких-то, ну, в общем, жестких рамок каких-то, технических в том числе, да, что это неправильно, это неверно, это ограничивает бойца, делает из него просто какую-то неодушевленную машину там, и так далее. Вот. В то время как самое главное в этом смысле – это личный опыт, который трансформируется в некую боевую идею, боевую задачу, которую боец решает, каждый боец решает по-своему. Вообще, эта идея как раз очень хорошо изложена вот в этой книге «Путь опережающего кулака» Брюса Ли. Там есть, в частности, в начале книги, насколько я помню, там есть несколько глав, одна из них буквально называется «Дзен». Кстати, мне до сих пор непонятно, почему он назвал ее «Дзен», потому что вообще дзен это чисто японское название вот этой созерцательной буддистской традиции. В Китае это чань называется. И было бы, наверное, логичнее назвать это чань. Но, наверное, на тот момент, когда писалась эта книга, дзен был более известен, более популярен. А китайские боевые искусства и китайское мировоззрение менее, конечно, популярно. Вот. И в этом смысле это был чисто маркетинговый ход использовать такое вот японское название дзен, а не чань. Но, как бы там ни было, это не имеет для нас сейчас решающего значения. Мы сейчас говорим несколько о других вещах. Так вот, как раз одна из основоположных даже идей чань-буддизма заключена в личном опыте. И неоднократно мы встречаем именно в чань-буддизме. Мы не берем там индийский буддизм, махаяну, там, хинаяну, например, тхераваду, ну и так далее. Вот, мы не берем сейчас дзенскую традицию, чисто японскую, там, например, или сонскую традицию, корейскую, а вот прямо обращаемся непосредственно к чань-буддизму и очень часто встречаем, даже у патриархов каких-то чань-буддизма, встречаем примерно следующие мысли, что индийские сутры – это, конечно, все здорово, но нафиг не нужно. И это очень важный момент. Иными словами, опыт созерцания, как и опыт буддийского прозрения, собственно, к чему стремятся все буддисты, да, это опыт личный каждого человека. И здесь никакие сутры не помогут, за исключением опять личной передачи, личного, как это сказать, личной помощи одного
там, авторитетному, например, буддиста, другому менее авторитетному, да, как это часто встречается. Вот. Я уже напоминал, например, о ряде каких-то таких известных каких-то коанических таких вот моментов, которые мы находим в литературе, в том числе буддистской, когда там буддисту не хватает буквально одного шажочка до прозрения, до какого-то, да, и ему помогает более авторитетный некий буддист, да, и это оказывается очень просто. Так вот, возвращаясь к теме, вот эта вот простота, она взята, идея простоты, я имею в виду, она взята Брюсом Ли именно из чань-буддизма. Я на всякий случай напомню, что он закончил как раз философский факультет там в Штатах, значит, обучаясь. Вот. И именно вот эти вот моменты, связанные там с даосизмом, с чань-буддизмом китайским, ему были наиболее близки, это естественно вполне. Именно о них он, собственно, к ним, вернее, постоянно возвращается, в том числе и в своей практике. Вот сейчас мы как раз находим этот момент, где теория и практика пересекаются. Вот, кстати, когда мы говорили с Дмитрием, когда вот это вот интервью записывалось, беседа это была, мне тоже очень прям было приятно, что у нас там и практика, и теория так вот вместе, да, там были демонстрации, и в том числе вот обсуждение каких-то особенностей джиткундо. И я там задавал в том числе вполне банальные вопросы, потому что всегда первое интервью у меня, как правило, такое с банальными достаточно вопросами, иногда, так сказать, не слишком такими, как это сказать. Но вот банальность вопроса, она раскрывает как раз сущность того или иного предмета. Да? Я полагаю, что это, кстати, также пересекается с общей идеей вот Брюса Ли о простоте некой. Да? Так вот, возвращаясь все-таки к теме, возвращаясь к буддизму, на который опирается Брюс Ли в своей книге «Путь опережающего кулака», как раз он говорит о том, что личный опыт бойца – это самое главное, что за вас должна все сделать ваша личная природа. И в этом смысле он не оригинален, потому что в чань-буддизме есть представление об истинной природе, о чем-то, что не изменяется в человеке вообще. Это то, что ему присуще и всегда с ним находится, несмотря на целый ряд там смертей и перерождений, там, условно говоря. Да? Так вот, Брюс Ли оперирует той же моделью. Он говорит, что есть некая природа внутри человека. Почему-то он говорит, что люди отличаются по характеру, по темпераменту, по взглядам на вещи там, и так далее. Именно поэтому его джиткундо должно быть разным у каждого бойца. Да? Именно вот опираясь на эту буддистскую идею, что в каждом из нас есть своя природа. Она не своя, вернее, она общая для всех, но в каждом человеке она реализуется по-своему. И в этом смысле мы абсолютно не похожи друг на друга. Мы внешне можем напоминать кого-то, мы можем, так сказать, представлять собой некий этнос, некую народность, некий клан, семью там, и так далее. Вот. Но в сущности мы являемся все равно чем-то уникальным. Каждый из нас является чем-то уникальным, и в этом смысле каждый идет по собственному пути, в том числе в буддизме и в джиткундо, о котором мы сегодня говорим с вами. И в этом смысле вот эта вот идея первозданной такой чистой природы, да, она как раз и реализуется Брюсом Ли. И он говорит о том, что в сущности природа бойца должна подсказывать ему, что нужно делать. Но при этом снова вас адресую к интервью, с которого мы сегодня стартовали, интервью с Дмитрием, где Дмитрий очень хорошо сказал, там была замечательная просто фраза, что для понимания, для хорошей практики джиткундо нужно бы, ну я перефразирую немножко, эта практика очень хороша тем, кто уже практиковал винчунь. Вот такая история, да. То есть это не практика, оторванная от чего-то. Это, кстати, подтверждается и самим Брюсом Ли. И, кстати, вот в этом четверокнижии Вихары мы тоже находим, например, отсылки к винчунь. Мы находим в том числе, как практиковать, в том числе в иллюстрациях, там у него показано, как практиковать чесау, для чего это нужно, там, и так далее, и так далее. Какой чесау хорош, какой плох с точки зрения там, Вихары, например, и так далее. Вот, кстати, извините, что немножечко так я на разные темы, чтобы просто не забыть, как говорится. Те, кто читал вот это вот, эти 4 тома Хары, если помните, там, например,
ну, среди прочего, когда показывается там нечто, демонстрируется как правильно, тут же демонстрируется как неправильно, почему неправильно, тут же рассказывается с точки зрения там джит-кундо, например, и так далее, или с точки зрения вэхара, например, да, давайте так скажем. Так вот, например, там рассматривается, ну давайте так вот, правильное выжидательное положение, позиция ожидания, да, как сам Брюс Ли ее называл. Она, правда, не одна, она чаще всего демонстрируется как одна единственная, это не совсем так, ну там, вернее, как две, как левосторонняя и правосторонняя, она так демонстрируется. Вот. В этом смысле, кстати, еще раз напомню о том, что Брюс Ли следовал именно канонам боевого искусства, а не спорта, где в спорте мы часто видим, что у нас там леворукие есть бойцы и праворукие есть бойцы, да? Нет почти универсалов, ну и амбидекстеров, так скажем. Вот. В то время как в боевом искусстве, в любом, ну или почти в любом, важной является такая составляющая часть, что вы можете работать левой стороной, правой стороной, фронтально, спиной к противнику там, и так далее. Да? То есть в этом смысле выбор не за вами. Вы просто должны уметь все, работать любой стороной. Да? И это как раз Брюсом Ли поддерживается. У него там тоже левосторонняя и правосторонняя рассматривается вот эта вот позиция основная боевая или позиция ожидания, как он называет там. Вот. И рассказывается, почему вот каждая из рук должна занимать такое положение, почему каждая из ног должна какое положение занимать, там, ну и так далее. А про плечо передней руки он рассказывает, там, насколько я помню, ну и прочее, прочее. Это Вэхара, вернее, рассказывает, не Брюс Ли, а вот в книге Вэхара. Так вот, там же он сравнивает, Вэхара я имею в виду, не Брюс Ли, Вэхара сравнивает эту позицию ожидания джит-кундошную с традиционными какими-то, ну, так называемыми стойками. На самом деле шагами, конечно, это называется шаги. Вот, в них никто не стоит никогда, кроме отдельных специальных случаев. Но, тем не менее, значит, он сравнивает вот с этими вот как бы стойками. И вот тут вот, понимаете, первая неправда возникает. Самая первая неправда. И фактически один из первых последователей Брюса Ли сразу нарушает ту тенденцию, которую Брюс Ли закладывал в джит-кундо. Он говорил как раз о том, что, значит, если вы будете говорить, значит, что джит-кундо отличается от того или от другого, пусть лучше вообще самое имя джит-кундо будет забыто. Вот. Так вот, Вэхара как раз делает обратное совершенно этому. Он показывает, как неправильно, в том числе. Он показывает, что вот в традиционных китайских боевых искусствах там есть вот такие стойки, там, шаги там, и так далее. Вот. Умалчивая о том, почему они существуют в боевых. Ну, вот, например, наиболее такой яркий момент, когда там демонстрируется такой шаг на одном колене, как бы, да, это такое низкое достаточно такое положение, оно существует для совершенно специальных отдельных моментов, связанных там с боевыми практиками, которые мы редко увидим, например, в единоборствах, да, в спорте мы редко их увидим. Но там, где рамки единоборства немножечко пошире оказываются, да, там мы видим, как ни странно, вот эту так называемую стойку на одном колене, например, да, когда добивают противника. И когда приходится руками добивать противника, да, приходится занимать некое низкое достаточно положение, очень часто с опорой на одно колено. Вот такая простая история. Вэхара пишет, что это неправильно. Сами понимаете, да, почему он пишет, почему это неправильно, потому что вот очень низко находится, там, у него там, значит, у такого человека там голова открыта, там еще что-то. Но он просто не разбирается в том, для чего вообще в боевых искусствах существуют, например, вот такие положения. Вот, ну и так далее. То есть он делает первый вот этот вот шаг к большой неправде. И этот шаг продолжают все дальнейшие последователи джит-кундо, полагая, что они следуют именно за идеей Брюса Ли. Нет, братцы, когда вы говорите, что вот это плохо и это плохо где-то там, а в джит-кундо все хорошо, да, вы, ребят, следуете не идее Брюса Ли, вы следуете идее Вэхара как раз. И это хорошо понятно, потому что на самом деле именно Вэхара издал вот этот вот учебник, значит, 4-томный. И это лучший, наверное, учебник, ну, я так предполагаю, по крайней мере, тех каких-то там косматых лет, лучший учебник по джит-кундо. Ну и, в общем-то, вполне естественно, те, кто пользуется этим учебником, очевидно, впитывают в себя и идеи вот эти вот Вэхара. Еще раз, это не идеи Брюса Ли, это идеи Вэхара.
Значит, подобные вещи мы наблюдаем, кстати, ну, например, в философии или в религиозной жизни людей там, и так далее, когда там некое религиозное учение возникает, оно еще молодо, оно еще живо, потом оно резко делится на несколько направлений, сект каких-то там, например, и так далее, и восторженные последователи той или иной секты запросто расскажут, почему их секта лучше, чем любая другая, например, да? Или почему их религиозное течение лучше, чем одно и другое. И именно поэтому я часто сравниваю как раз таких категоричных, таких, как это сказать, сильно... даже не знаю, не могу подобрать слово этого, сильно экзальтированных таких последователей любого направления, я всегда сравниваю как раз с сектантами. И боевые искусства, и любые околобоевые практики, такие как, например, спортивные какие-то околобоевые практики, да, это всегда такая, знаете, очень своеобразная религия. По сути, зиждущаяся на доверии, на вере тем или иным авторитетом. И такая вера требуется от новопришедших каких-то людей, от неофитов, которые просто должны верить. Верить этим авторитетам. Или которые сами хотят верить. Это еще хуже, потому что вот такие экзальтированные сектанты, они самые вредные как раз на самом деле в любой секте. Ну и, соответственно, в любом, в том числе там боевом, околобоевом направлении, это самые вредные люди, которые не думают, а просто слепо верят. Так вот, на всякий случай, возвращаясь к теме, я напоминаю, что те, кто вот считает, что все кругом неправильно, а правильно только то, что делал Брюс Ли, те следуют, в общем-то, идее Уэхары скорее, чем идее Брюса Ли, который совершенно другое имел в виду. Еще раз внимательно почитайте его книгу «Путь опережающего кулака» в любом переводе. У нас, по-моему, существует только 2 перевода, да, на русский язык, если не ошибаюсь. Они не сильно отличаются друг от друга, и вы не ошибетесь. Если хотите, почитайте в оригинале в английском. Так вот, снова возвращаясь, собственно, к самой специфике джит-кундо. Да, братцы, слушайте, я не смотрю на то, что вы пишете. Я пропустил так много того, что вы написали. Ребят, простите, ради бога. Сейчас я прочту все, что вы написали. Богдан пишет: Станислав, рад видеть тебя и слышать. Привет, Богдан, я тоже очень рад. Первая часть очень интересна. Я очень на это надеюсь. Ребят, 2, 3 и 4 будут не менее интересными, поверьте. Богдан пишет: демонстрация Димы шикарная, согласен. И особенно понравилась демонстрация Винчунь и объяснение Димы, как должно работать, они по формам исполняются. Совершенно верно, за что я еще раз вот просто низкий поклон Диме, за то, что он на этом заострил особое внимание. Это очень важный момент. Я еще раз напомню, что, ребят, не Винчунь плох. Плохо исполнение некоторых винчунистов, которые гоняют Тао и считают, что Тао – это ключ к мастерству. Ребят, это вообще не так, мы с вами это обсуждали, возвращаться снова к этой идее не буду. Вот. Но смысл такой, что если вы пытаетесь сражаться так, как вы выполняете Тао, вы терпите фиаско, несмотря на все ваши старания. Тут ситуация должна быть совершенно обратной. Сначала вы поймите, как это работает в бою, а потом в связи с этими знаниями исполняйте Тао. Тут совершенно по-другому должно быть, да? Окей, дальше двигаемся. Спасибо большое вам за интервью с Дмитрием. Спасибо тебе, Богдан. На самом деле ты поспособствовал вот этому интервью, ты помог нам связаться с Димой. Это здорово. Спасибо тебе большое. Так, моим ученикам очень понравилось интервью с Дмитрием. И ждем Диму в гости, чтобы он провел нам пару тренировок. Это здорово было бы. Клементий пишет: Брюс Ли ясно говорил, что китайские боевые искусства – это то же самое, что плавать на суше. Эта мысль возникла после спарринга боксером вроде бы. Не совсем так, Клементий. Мы уже разбирали эту фразу Брюса Ли, мы разбирали, откуда она берется. Она взята из одного из писем. И эти письма – это письма человека, который пишет не так продуманно, как пишет книги. Вот в книгах он, например, Брюс Ли об этом не пишет, а в его вот в этих письмах, о которых речь идет, мы находим противоречащие друг другу вещи, что говорит либо о том, что Брюс Ли не в себе и пишет то одно, то другое, что ему приходит в голову, что маловероятно, согласитесь.
либо о том, что он пишет какие-то вещи, немножечко не продумывая до конца, не сплетая между собой эти мысли, а как мы это часто делаем в разговорах, в письмах, там, в переписке, в какой-то в чате там, и так далее. Да? И в этом смысле он совсем не это имел в виду. Кроме того, эти письма, я еще раз просто напомню, они относятся ко времени колебаний Брюса Ли. Дело в том, что у него было несколько волн учеников. Вот первая волна учеников – это люди, которые учились там как это у нас называется, в выпускных классах, там школьники, просто буквально уже практически, с которыми Брюс Ли пытался экспериментировать. И одно из интервью вот такого ученика, который был первым буквально учеником Брюса Ли, оно есть в сети, вы можете его найти там на английском языке, можете переводы какие-то есть. Вот. И он как раз рассказывает о том, что там было и почему в этот момент вот раскалиброван был Брюс Ли, и писал вот тот же, что то он не справляется с тем, что с теми задачами, которые поставлены перед Винь Чунь, например, он лично не может с ними справиться, то потом он говорит, что не, вообще боевые искусства никуда не годятся, то он потом говорит, что очень трудно найти хорошего учителя, чтобы научиться чему-то и так далее. Так что, Климент, все немножечко по-другому, но сейчас на этом заострять просто не буду, хорошо? Если вам интересна эта тема, вы можете ее найти на канале. Богдан пишет, Дима с Винь Чунь в джит-кундо перешел, а я наоборот, джит-кундо начал и изучал Винь Чунь. Станислав, в Сиэтле лишился еще один ученик Брюса Ли, который у него изучал Винь Чунь. Данное направление он назвал Винь Чундо. Окей. Ну, видите, вот какие-то там трансформации, видимо, происходят. Я, к сожалению, не знаком с Винь Чундо. И, кстати, довольно странно звучит. Это также звучит странно, как дзен-йога, например, да, когда там индийское слово с японским вместе сочетают. Или когда мы здесь вот сочетаем, например, кантонский диалект хотя до, кстати, да, это тоже кантонский. Нет, здесь нормально, наверное. Винь Чунь до, наверное, можно так говорить, да? Окей. Так, одну секунду. Там база Сюлинтао и манекен. Окей, очень интересно. Так, Лаки Панч пишет, а вы сами не сектант, кто ваш учитель, вы не говорите. Нет, я говорил об этом, почему же? Неоднократно. И, кстати, сегодня еще упомяну. Обычную парную работу вы называете спаррингом без правил. Серьезно? Вы опять, собственно, оперируете теми же идеями. Видимо, вы не смотрели просто эти видео, да, со спаррингами, я так предполагаю. Говорите, что без проблем можете защищаться от ножа. Совершенно верно. И это хорошо видно на семинарских видео, к которым вы тоже можете обратиться. Но в реале на канале ни одного, наверное, спарринга, что ли, да, вы пишете. Ну, нет, это не так. И, кстати, вот недавно был выложен какой-то кусочек там спарринговой работы, в том числе. Я думаю, что вы не совсем верно, так сказать, вообще не знакомы с каналом и лично ко мне имеете какие-то претензии, да? Окей. Иван Неизвестный пишет, есть еще лучший учебник Тао Винь Чунь До Джеймса Демиля. Ну окей, да, вот, естественно, появилось большое количество разных каких-то книг, связанных с джит-кундо. Это вполне естественно. Они фактически, братцы, они почти все эти книги, они строятся на основе вот вэйхаровского четверокнижия, вот этого, да. И дальше идут просто модификации те или иные. Именно поэтому, к сожалению, ну, по крайней мере, я не встречал чего-то явно уже трансформированного. Не такого, как, например, у Брюса Ли. Есть трансформация отдельных действий. Это совершенно верно. Но общей технической трансформации мы не увидели, хотя сам Брюс Ли именно на этом настаивал, на том, что технически джит-кундо будет выглядеть совершенно по-другому, да, спустя время. Но вот этого, к сожалению, мы не наблюдаем, или, по крайней мере, я с такими вещами не знаком. Так, Лаки Панч продолжает свое вот это, вот все окей. Одну секунду. Да, давайте вот так вот сделаем. Так, Иван Неизвестный пишет, в первой части Демиля подробно описаны все методы тренировки базовой техники. Окей. Так же, как сейчас в сети достаточно много различных видео на эту тему, в том числе обучающих видео там, и так далее. Ну, согласитесь, в принципе, тот арсенал, который Вэйхара выводит как основной арсенал, значит, джит-кундо, ну и сам Брюс Ли, собственно говоря, когда мы видим иллюстрации, фотографии
в различных учебниках, где Брюс Ли демонстрирует те или иные какие-то технические там элементы. Еще раз, ребят, не техники, а технические элементы это называется. Техника – это несколько технических элементов, выполненных одновременно, да, или последовательно параллельно. Поэтому там, в общем-то, мы, как правило, видим технические элементы. Так вот, в принципе, их можно пересчитать по пальцам. И, кстати, вот в интервью с Дмитрием мы как раз обсуждаем, там вы услышите еще позже, но я немножечко забегу вперед, вот, и просто напомню о том, что основной технический арсенал джит-кундо практически в любом клубе, по крайней мере в тех клубах, с которыми я знаком, и у тех бойцов, с которыми я был знаком, и в тех видео, которые я видел, и в тех книгах, к которым я обращался, книгах, связанным с джит-кундо, в любом случае там технический арсенал довольно узкий. И он расширяется искусственно за счет различных дополнений. Именно поэтому у нас один боец джит-кундо немножко отличается от другого бойца, один клуб джит-кундо немножко отличается от другого клуба, да, за счет вот этого расширения. То есть основа остается прежней. А расширение за счет того или иного обвеса, там, того или иного дополнительного арсенала, да, вот это вот немножечко разнит те или иные клубы. Да. Я еще раз просто, ребят, напомню, это будет сказано как раз в интервью, но я сейчас просто скажу. Смотрите, вот в основе того джит-кундо, который мы знаем и как мы его знаем, да, у нас что лежит? Передний удар рукой, там кто-то это назовет там джебом, кто-то назовет майте, например, ну кому какая там терминология ближе, там, не знаю, вот, и так далее. Такой, это то, что, давайте я буду пользоваться терминологией тогда Брюса Ли. Он это называет передним прокалывающим ударом. Да? И, по сути, это заимствовано и по шагу, и по движению рукой, заимствовано из спортивного фехтования. Да? Все это знают, там вот перемещения джит-кундо, конкретно брюсовские перемещения, они заимствованы из фехтования. Мы это хорошо видим, именно поэтому то, что называет Уэхара, значит, стойкое ожидание, там, да, какой-то позиция ожидания там, и так далее, это не совсем верно, потому что Брюс Ли использует не только эту позицию. Мы видим такой переход в гунпу для тех, кому там китайской терминологии ближе, переход в дзенкуцу дать для тех, кто там японский поддерживает, какие-то передний шаг, если там говорить на русском языке, например, да, такой задний шаг у него появляется, там пустой шаг появляется. То есть на самом деле Брюс Ли все равно вокруг того же арсенала боевых искусств, арсенала, связанного с Винчунем, в том числе вращается там и так далее, он от него все равно не отходит. Но Уэхара считает, что только одна стойка там существует, ну и, в общем, ладно, бог с ним, мы можем условно принять это на веру, как говорится, хотя это не совсем так. Так вот, продолжая эту тему, какие там еще технические элементы, кроме того, о чем вот я сейчас сказал, там прокалывающий удар вперед, как это называет сам Брюс Ли. Есть добивающая атака задней рукой, она, как правило, прямая. Есть круговые удары, которые демонстрирует Брюс Ли, они выполняются и передней, и задней рукой. Да? И в этом смысле мы можем говорить, ну, допустим, о 4 элементах. Пятый элемент всегда это сайд-кик, вот этот вот со скользящего шага. Уэхара его называет, собственно, скольжением, скользящим шагом, там, я не знаю, чем угодно, вы можете как угодно это называть, я близко к тексту, как говорится. Вот этот вот боковой удар. Еще круговой обратный удар такой, ну, как там ушимаваши гери, например, да, это если там к японской терминологии обращаться. Вот, и буквально одно защитное действие в разных модификациях оно возникает, там, например, оно заимствовано из Винчунь, да, вот, такое легкое прихлопывание там рукой, и иногда оно выполняется там наружу, иногда внутрь, иногда ниже, иногда выше, там, и так далее, и оно же используется в чесао, в таком упрощенном чесао, да, то есть там брюсовское чесао первоначальное, которое он, по крайней мере, демонстрирует, или Уэхара, например, демонстрирует в своей книге, это такой упрощенный, достаточно один из вариантов, просто такой узкий достаточно момент, связанный с чесао. Тем не менее, Уэхара, кстати, настаивает на том, что это важный компонент освоения джит-кундо. И в этом смысле мы знаем
ряд бойцов и клубов, которые отходят от Винь Чунь, бросают эту практику. Ну, как-то это не камильфо получается, исходя из первоисточников, например, да. Вот. Но, тем не менее, я еще раз вот могу перечислить, там клубы, есть клубы, которые тяготеют исключительно к ударке, уходят там практически в кикбоксинг, да, и все равно называя себя джиткундошниками. Есть клубы, в которых много борются, расширяя таким образом немножечко какой-то арсенал, но борются исключительно не в боевом эквиваленте, а в спортивном, заимствованном, да, и в этом смысле, ну, это такая довольно странное следование за Брюсом Ли, не совсем, мне кажется, так сказать, адекватное тому, что сам Брюс Ли предполагал. Есть бойцы, которые много уделяют внимания защитным действиям и обращаются больше уже к Винь Чунь, даже такое небольшое возвращение есть там и так далее. То есть вот есть модификации, но они, ребят, еще раз, они не очень значительны. Практически все держится вот на тех 5 или 6 там элементах, которые вот я перечислил, несколько выше. Вот. А все остальное это только такие расширения этого базового вот момента. Ну, в частности, Брюс Ли сам демонстрирует там какие-то атаки в пах, например, да, круговая атака ногой в пах, там, передняя атака ногой в пах, например, им демонстрируется. И они мало, кстати, чем отличаются от окинавских действий. Если вы посмотрите там старые видео, там, трындец каких годов, там, черно-белые, да, вы увидите, что, например, на Окинаве, на той же самой, вот эта вот китайская рука, которую они практиковали на Окинаве, она была именно боевой, и атаки ногами там в корпус, а вот зачем? Они атаковали в пах, там, в колени, там, в связке, в голень, там, например, в горло, там, например, ногами и так далее. То есть не было вот этих вот щадящих достаточно мер, там, запретов вот таких и так далее. И то, что демонстрирует Брюс Ли в данном случае, это, ну, я бы сказал, это такой реверанс все-таки именно перед боевыми практиками, а не спортивными, да. Это, ребята, это очень важный момент, опять связанный с тем, что Брюс Ли не уходит далеко от боевого искусства. Ну, по крайней мере, так сказать, технически не уходит далеко от него, да. Это важный момент. Сейчас, ребят, одну секунду прочту то, что вы пишете. Так, Богдан пишет, есть интервью его первого ученика на русском, и на тот момент Брюсу Ли было 18-19 лет, а его ученику 19-21 год. Окей, я, наверное, не знаком с этим, но если наткнусь, или, Богдан, если ты пришлешь, будет интересно очень. Я бы с удовольствием посмотрел. Так, Иван пишет, а откуда родом Дмитрий? Ну, вот как раз Богдан отвечает, из Украины, из Харькова. Значит, родной город, ну, окей. Так, Иван пишет, я вчера гуглил по Харькову, но ничего не нашел. С Дмитрием как-то можно связаться? Богдан отвечает, а он клуб уже не тренирует, более 4-5 лет. Да, легко связаться, можно ему написать или позвонить. Иван спрашивает, а лично с ним? Легко. Ну вот, Иван, вы свяжитесь с Богданом, вот буквально напрямую договоритесь, как вам взаимодействовать между собой, и тогда Богдан вас свяжет с Димой, и, может быть, что-то у вас там получится, не получится, не знаю, как вы там, например, пожелаете в дальнейшем взаимодействовать. Окей. Если, конечно, Дмитрий не будет против сам, да, потому что я могу себе представить, что он тоже человек, в общем, достаточно занятой, вот, и как там дальше пойдет, это уже от него исключительно зависит. Окей. Так вот, возвращаясь все-таки еще раз к теме джиткундо, уже к техническому какому-то арсеналу и так далее, вот я уже сказал о том, что основной арсенал джиткундо представляет собой буквально несколько действий, отдельные действия еще дополнительно появляются, я вот перечислил какие-то атаки в пах, которые не используются, как правило, в спаррингах последователями джиткундо, существовали атаки 3 пальцами, вот, значит, которые тоже демонстрировал Брюс Ли, и которые являются, ну, братцы, очень, прям, я не знаю даже сказать, 1/1000 возможности вообще атак пальцами. Вот. Почему именно они были взяты за основу таких атак Брюсом Ли, я не знаю, но как бы ни было, окей, вот просто существует вот этот вот такой базовый след какой-то, да, например, идущий от него.
Вот, и так далее. Но в сущности вот этот вот основной базовый арсенал, он не меняется практически, да. И у нас появляются только обвесы какие-то. У нас появляются атаки локтями, те или иные, и те, которые демонстрировал Брюс Ли иногда, и те, которые не демонстрировал, но которые явно существуют в боевых практиках, в боевых искусствах, там винчунские различные и так далее, например, да. Атаки коленями, которые там Брюс Ли, по-моему, демонстрировал буквально только одну атаку колен, насколько я помню, да, что-то я больше не видел. Вот, на самом деле их существует там порядка 10 базовых, ну, остальные, так сказать, разрозненные, дополнительные, да, и некоторые последователи джит-кундо в том числе используют и такой арсенал, да, например, если мы говорим об ударке. Вот, а с защитой там уже несколько по-другому, и Дмитрий, кстати, очень хорошо продемонстрировал, например, что вот эта вот идея Брюса Ли, я напомню, на самом деле, кстати, братцы, это не его идея опережения, и мы об этом будем говорить сейчас несколько позже. Вот. Но это идея, которую он развил в своей практике, трансформировал и представил нам всем как джит-кундо. Вот в этом смысле его заслуга, безусловно, неоценима совершенно. Так вот, значит, идея нанесения удара до того, как атака противника вас достигает, да, эта идея, она существует в винчуне, она существует в фанзи-чуане, она существует в разных боевых искусствах, самых различных, и по-разному может быть реализована. В частности, вот Дмитрий продемонстрировал, как одновременно можно защищаться и атаковать, да, одновременно, еще раз, да, когда можно там без атаки успевать проатаковать противника, да, а можно во время его атаки успевать и защищаться, и атаковать. Это то, чем, собственно, в принципе занимаются в винчуне и многие другие боевые практики. Вот, но, значит, вот вообще возвращаясь к техникам, к различным, я бы хотел со своей колокольни уже на это взглянуть, да, потому что винчунисты свое могут увидеть в джит-кундо, там кто-то еще что-то свое там может увидеть и так далее, и так далее. Вот. А я, как, в общем, человек, который базируется на практике фанзи-чуань, я увижу там то, что мне ближе, да. И вот сейчас мы как раз отдельно об этом поговорим специально. Вот. Но, ну, давайте сразу тогда и стартуем с этого. Ладно. Я не хотел еще кое о чем, ну окей. Значит, вот когда мы, например, обращаемся к этой позиции ожидания или к основной там базовой позиции такой, которую демонстрирует нам Брюс Ли, да, я еще раз просто напомню, это примерно равновесное положение ног. Первоначально оно может быть примерно равновесным, при этом у нас задняя стопа оторвана от земли, задняя пятка задней ноги оторвана, да, и, значит, нога опирается только мысочком. Кстати, что интересно, в большинстве клубов мы этого не видим, там стоят целиком стопой, да, это важный момент, тоже такой, не совсем следование тому, о чем говорил Брюс Ли, и в этом нет, как говорится, греха. В этом нет ошибки. Еще раз Брюс Ли говорил о том, что каждый боец имеет право на собственные модификации. Джит-кундо, по крайней мере, модификации. Вот, значит, дальше развесовка у нас может меняться, там 70 на 30, 30 на 7, в зависимости от ситуации. Мы это видим у самого Брюса Ли, например, в том числе в учебнике Вэхара, например, мы это видим. Вот, мы, значит, видим разные положения рук. Кстати, по поводу положения рук отдельно интересная тема. Если у Брюса Ли мы наблюдаем, что две руки расположены, ну, допустим, вот плечо у нас здесь, у него обязательно о плече речь идет, да, значит, две руки находятся, ну, условно на одном уровне, это не совсем так, на самом деле там передняя рука чаще всего несколько ниже, чем задняя рука, вот, ну, тем не менее, значит, это можно воспринимать там как, допустим, как какую-то горизонтальную позицию рук, окей, вот, и так далее. Вот, когда мы наблюдаем вот эти вот вещи, мне, например, это очень напоминает одной из как раз позиций ожидания, позиций таких предбоевых, позиций фанзи-чуань. Другое дело, что фанзи-чуань такая позиция имеет право на существование в любой высоте, в том числе в очень низком шаге, в высоком шаге, в среднем там, и так далее. Да? Это вот первый момент. И используется, кстати, что интересно, примерно так, как это демонстрирует Брюс Ли. Насколько я знаю, Брюс Ли фанзи не занимался. Были ли у него связи какие-то с теми, кто этим занимается, я не знаю. Но в любом случае, ну, мы можем просто считать, что на самом деле человеческая физиология вполне подсказывает, например, такие решения. Да? Кому-то такие решения подсказывают, кому-то другие там, и так далее. Ну вот Брюс Ли, например, выбрал такое решение, несмотря на то, что за основу действия руками были взяты
действия из винчунь и бокса, да, в итоге мы все равно видим некое приближение к фанцзюцюань, к вполне традиционному, достаточно старому боевому направлению китайскому. По крайней мере, что касается позиции ожидания, что касается бокового именно шага. Кстати, я еще раз напомню, что этот вот боковой шаг, там Брюс Ли, например, ну, по словам Уэхара, например, там выглядит примерно следующим образом, что винчунисты, они всегда работают в такой в позиции, когда их ноги там примерно одинаково удалены от противника, да, то есть так фронтальная позиция такая, Джо Мабу. Значит, но это не совсем так, это опять половина правды. Вот Уэхара, он немножечко нас обманывает в своих книгах на самом деле, или является не слишком компетентным человеком в том, о чем говорит, или нас немножко обманывает, потому что вот еще один обман мы сейчас скрываем, это неправда, потому что, ну, например, если мы берем Винчунь Гуао, то вы убедитесь, что там вот боковая позиция, она нераздельно связана с фронтальной позицией там, и так далее, то есть в этом смысле там нет такого ограничения, бойцы работают в том числе одной стороной. Если мы обратимся к Паэхэ, такая же история. Мы тоже увидим, как бойцы работают одной стороной и другой стороной, например, и так далее. То есть в этом смысле, конечно, все не совсем так, как Уэхара там пишет, но бог с ним. Это его личное там мнение, например, и так далее. Вот. Таким образом, вот в этой позиции, например, только вот с позиции мы начинаем, с самого простого, позиции ожидания, да, мы ее рассматриваем, она уже напоминает нам, смотрите, сколько напомнила Паэхэ, напомнила Винчунь, ну, по крайней мере, Гуао, напомнила фанцзюцюань, да. То есть в этом смысле опять Брюс Ли не уходит далеко от традиционных китайских боевых искусств. По тем или иным причинам, я не знаю, какие это были причины, вот, но, по крайней мере, совершенно неправы те, кто считает, что Брюс Ли полностью попрощался с традицией, и он сам пишет, что вы не можете слепо отказываться от каких-то элементов, связанных с традицией, с традиционными китайскими боевыми искусствами. Он сам об этом пишет. Ребята, откройте книгу «Путь опережающего кулака» и прочтете там, вы это увидите. Вот. И если вы, значит, отказываетесь от чего-то, вы должны явно это заменить чем-то, как вы считаете, более совершенным. И вот это вот самая большая проблема. Заменить чем-то более совершенным. Вот. И на взгляд одного человека одно является более гармоничным, более совершенным, более эффективным там, и так далее. На взгляд другого человека, конечно, что-то другое является. Да? И в этом смысле как раз и была вот эта вот идея Брюса Ли, что каждый человек на собственном опыте должен понять, что для него гармонично, что для него эффективно и так далее. И именно поэтому джиткундо должно меняться. Но на самом деле вот мы этого не очень наблюдаем, такие вещи, вот, по крайней мере на сегодняшний день. Ну окей, не наше дело об этом судить. Вот, а я сейчас просто хочу опять к техническому арсеналу вернуться и рассказать о своем опыте. А у меня встреч с джиткундошниками, ну, с последователями джиткундо очень много было, потому что, ну, было время, когда это было очень популярно в Москве, в частности. И, я не знаю, мне кажется, через один клубы практиковали джиткундо. Вот, и в этом смысле вообще проблем не было. Найти себе для спарринга вот такого партнера, это вообще была не проблема. Ну, на протяжении какого-то, по крайней мере, времени. Вот. И мало того, даже в отдельных клубах, которые не посвящены джиткундо, вы все равно могли встретить, значит, последователя джиткундо, как ни странно. Вот в частности, я вам рассказывал случай, как, значит, моя практика меня привела, значит, в ментовской такой подвальный клуб, значит, связанный с освоением карате, стакан. И там один из ведущих бойцов был как раз последователем джиткундо. Я уже как-то об этом рассказывал. На это закрывали глаза там и так далее. Он туда приходил постоянно, ну, для практики, как говорится, и все такое. Так вот, просто я о чем хотел сказать, что вот его, например, позиция ожидания основная, ну, условно мы говорим ожидание, конечно, боевая позиция, вот, она выглядела уже совершенно по-другому, чем у Брюса Ли. И это, ребят, очень интересно. Значит, как раз у нас был вопрос с вами, связанный с наличием, например, отдельных особенностей строения там, того или иного бойца. И мы немножечко коснулись этой темы, например, как раз вот в первой части интервью Дим там рассказывает о некоем бойце, с которым ему приходилось там сражаться, например, и у этого бойца было такое преимущество, как длина конечности, например. Да? Так вот, боец, о котором я сейчас говорю, он тоже был довольно такой с длинными очень конечностями, длинные руки, длинные ноги, очень хорошо он этим умел пользоваться, он действительно хорошо очень работал на большой дистанции, на длинной дистанции, ну и на средней, естественно. Короткая, как выяснилось, потом не его конек. Так вот,
его позиция ожидания была полностью, вот идеально подточена, заточена, вернее, под его возможности. Это как раз был передний шаг. Гунбу или дзенкуцудач, например, да, который Брюс Ли использует исключительно для атак, вот этих вот протыкающих, как он их сам называет. А вот этот боец этим пользовался как основной боевой позицией. Мало того, руку переднюю он вытягивал, в отличие от Брюса Ли, например, да, где рука передняя, там, сейчас я повернусь, чтобы было видно хотя бы, да, передняя рука, как мы видим, да, у него там, например, согнута в основном, да, вот, по крайней мере, в ихаровских учебниках именно такие фотографии Брюса Ли демонстрируются, вот, а в то время как боец, о котором я говорил, переднюю руку вытягивал практически полностью перед собой и выводил еще плечо перед собой. Да? Таким образом, постоянно держа вас на расстоянии, которое вы не можете преодолеть. Просто в силу того, что у человека, у этого руки там длиннее, чем у вас. А я еще при этом, собственно говоря, был, ну там условно подростком, там едва заканчивал школу. Мне до него вообще далеко было. Он выше меня на 2 головы, руки длиннее, там, не знаю, мне кажется, на 3 километра. Вот, и так далее. Ну, то есть это было сначала сложно, потом стало не так сложно. Вот, я просто к чему это рассказываю? К тому, что в то время вот это вот модификации такие, о которых говорил Брюс Ли, они появлялись. То, что они не получили своего дальнейшего развития в клубах джиу-джитсу, скорее говорит о том, мне кажется, скорее говорит о том, что есть люди, которые практикуют боевые направления для себя, и на них это боевое направление по сути замыкается. И есть люди, которые, значит, занимаются тренировками для других. И на них это не замыкается, но они не способны модифицировать все настолько, насколько вот первые люди, о которых мы сейчас говорили, да? Потому что у них несколько другие цели. И только, наверное, люди такие вот промежуточного плана могут совместить более или менее одно и другое. Те, кто практикует для себя, но иногда как-то вот так вот получается, что у них возникают какие-то клубы, они кого-то тренируют, потом этот клуб, например, захлопывается по каким-то причинам и так далее. Да? То есть там мы можем уже видеть какие-то такие модификации. Вот. Скорее всего так, я так предполагаю. Значит, и вот возвращаясь, собственно, к этой теме, значит, к техническим каким-то элементам, да, возвращаясь к этому бойцу, например, о котором я сейчас говорю, значит, передней рукой он пользовался практически не разгибая и не сгибая ее. Он все выполнял вот на этом скольжении, на скользящем шаге. Да? То есть для того, чтобы воткнуть там, руку там, в голову, в корпус там, противника, например, да, ему надо было только шагнуть на самом деле, шагнуть быстро, мощно, да, и получить таким образом импульс не от разгибания и сгибания руки, а импульс просто от шага. Это то, как раз, что делается как раз в этом фехтовании. В спортивном, да, зачастую, когда мы видим, что рапира уже вытянута вперед, ее не надо сгибать там руку, да, а просто человек свою рапиру там втыкает в противника только за счет шага, например, непосредственно, да. Вот это как раз делает боец, о котором я говорю. Это уже какая-то модификация, пусть не очень сильная, пусть там все равно угадывается тот же почерк джиу-джитсу, но тем не менее это уже несколько другая вещь, это уже выглядит по-другому и технически реализуется несколько по-другому, согласитесь, да. Вот. Потом, например, вот этот скользящий шаг, который используется там для сайдкика, для бокового удара ногой Брюсом Ли, да, этим бойцом, вот, о котором я говорю, использовался абсолютно так же, но только не из вот этой равновесной позиции, а из позиции вот такой вот переднего шага. Передний шаг сразу сдерживает от перескакиваний, перемещений таких, которые свойственны, например, Брюс Ли в его фильмах. И боец, о котором я говорю, он действительно не прыгал никуда и не бегал. Он просто вставал спокойненько, на тебя направлял руку, ногу, там, например, да, и когда нужно, перемещался, также скользя там, так сказать, легко достаточно, и атаковал там руками и ногами. Вот такая история была. Ну, как я уже сказал, это был оптимальный путь для этого конкретного бойца, но это не было чем-то совершенно универсальным. В конечном итоге, конечно, даже я, будучи чуваку-то было там сколько, лет 30, наверное, а мне было, не помню, лет 15, может быть, 16, не помню. Вот. Но все равно я нашел к нему подход, вот, и в итоге там мы достаточно паритетно уже сражались. Вот. Я просто к чему это говорю? К тому, что вот эти вот модификации возникают обязательно у тех, кто думает. Не у тех, кто копирует и думает, что при помощи вот такого копирования мы чего-то достигаем. Брюс Ли сам говорил о том, что не надо слепо копировать. Поэтому вот бойцы джиу-джитсу, которые вот
буквально калькой какой-то пользуются, какой-то копиркой такой, вот, и под копирку считывают чужие действия, ну, мне кажется, не совсем правы. Хотя бы в том, что они, как они считают, являются последователями Брюса Ли. Нет, они не являются его последователями, они являются его копиями. Ну, или плохими копиями, да, может быть, а может, хорошими, бог его знает. Вот, но копиями. Но явно не следует тому пути, который предначертал, собственно, Брюс Ли своим последователям. А это вот важный момент. Так вот, когда Брюс Ли говорит, это я вот перечислил буквально несколько таких технических моментов. Сейчас мы перейдем немножечко к теории опять, а потом можем вернуться снова к техническим каким-то таким вещам, которые с практикой связаны. Так вот, возвращаясь к тому, о чем говорилось, а конкретно вот к книге Брюса Ли «Путь опережающего кулака», к его там главкам, которые там в начале самом этой книги идут, как раз он говорит о том, что опыт и природа, истинная природа бойца должна подсказывать, что делать. И вот это вот очень важный момент, от которого не надо отходить. Не надо думать, что Брюс Ли сделал открытие в области боевых практик, потому что, еще раз напомню, это не открытие. Я такие параллели, вот сейчас вам еще покажу, откуда они берутся, там, из Винчунь, из Фанзишуани, там еще откуда-то, еще, я много могу перечислить, они там прослеживаются в совершенно традиционных китайских боевых искусствах в том числе. Да и, собственно, бокс как практика, я уже говорил не раз, была вывезена из Юго-Востока Азии и трансформирована уже в Европе, превратилась в небоевую практику, потому что она была запрещена в портах. Сначала, там, помните, да, например, во Франции работали башмаками, там, ногами в основном, да, те, кто грабил в портах. А те, кто грабил там в Ливерпуле каком-то, там, в британских портах, те кулаками в основном и коленями, в том числе работали, и головой. Такая традиция, кстати, до сих пор еще осталась в Британии. Вот. Так это было вывезено как раз из Юго-Востока Азии и, собственно, прижилось в качестве уже современного, такого совершенно упрощенного какого-то события, которое мы знаем как вот спортивный бокс, там, например. Да? Вот. Так вот, значит, возвращаясь все-таки к теме, возвращаясь к тому, что говорил и писал Брюс Ли сам, еще раз, ребят, это он говорил, это он писал. Это не кто-то за него. Поэтому, когда вы считаете себя последователями Брюса Ли, опирайтесь на его слова, да, все-таки, и на его действия, и на то, что он там, не знаю, писал, там, например, там, и так далее, да. Вот. Так вот, он говорит об истинной природе, он говорит о том, что природа бойца сама должна подсказать ему, что надо делать, и каждое утро, вставая там с постели, я не знаю, приступая к тренировке, вы должны забыть о тренировке, которая была вчера. Каждый раз вы должны начинать сначала. Откуда эта идея? Я понимаю, что многие проходят мимо этой идеи, совершенно не считывая это. Да? И это очень жаль. Вообще эта идея как раз чисто чаньская, ну или как Брюс Ли там пишет, дзенская, например. Да? Вот. Это чаньская идея, говорящая о том, что опыт этой секунды, опыт этого мгновения – это самый ценный для нас опыт. Когда мы начинаем цепляться за слова, за мысли, за устойчивые какие-то стереотипы, да, вот тогда мы теряем то, что дается нам лично. Нам лично, нашей природой, нашим опытом, нашим взаимодействием с тем, что не я, с тем, что нас окружает и так далее. Вот это основная идея Брюса Ли, которую он закладывал в джит-кундо. Внимательно читайте, ребята, что он писал, внимательно слушайте, что он говорил, да? Вот это основная идея. И эта идея говорит о том, что она неправильно многими воспринимается. Она воспринимается теми, кто не хочет думать и не хочет учиться. Эта идея воспринимается как, знаете, а вот я буду хаотично там ручками, ножками дрыгать, и я буду офигенный боец. Я буду делать то, что мне в голову просто придет, и я буду офигенный боец, например. Да? Это неправильное восприятие этой ситуации. Как раз обратная тут штука. Вы должны изучать, он сам пишет об этом, Брюс Ли все время пишет об этом, вы должны изучать противника, вы должны изучать возможности свои, вы должны изучать возможности боя вообще, и только после этого вы можете что-то сделать с теми техниками, которые вы освоили. Да? Там такая у него история. Не такая, что вот завтра вы просыпаетесь как раз и проснулись офигенным бойцом. Не об этом вообще речь. О том, что для того, чтобы произошло вот это вот чаньское прозрение в области джит-кундо, для этого надо учиться сначала. Вы учитесь,
не цепляясь за эти стереотипы. Вот это его основная идея. Если вы почитаете внимательно эту книгу, вы там это хорошо увидите в разных модификациях. Он по-разному об этом, об одном и том же пишет. Вы должны учиться, но не должны основывать все свои действия на одном утверждении или на одной технике, или на одном каком-то действии, или на одном представлении о бое и так далее. Вот о чем он пишет. То есть его взгляд на боевую проблему, если это так можно назвать, это широкий взгляд. Такой же примерно, как, ну, например, у Миямото Мусаси, когда мы читаем книгу «Пяти колец». Когда в маленькой, тоненькой брошюрке, в отличие от Вэхара, например, да, значит, этот Аяма, спуталось сейчас все несколько. Значит, в книге «Пяти колец» Миямото Мусаси нас пишет буквально в нескольких словах обо всем, что с его точки зрения относится к бою. И к внутреннему состоянию, и к внешнему состоянию бойца, и к тому, что он должен делать и не должен делать, и так далее. Да? Вот такая история. Поэтому, когда мы читаем, например, книгу вот эту вот Брюса Ли «Путь опережающего кулака», это такая же история, тонкая книжка, в которой очень кратко, очень там буквально тезисно Брюс Ли излагает свой взгляд на эти вещи. И еще раз, он не сильно отличается от того взгляда, который мы наблюдаем у Миямото Мусаси. С той только разницей, что Миямото Мусаси всю жизнь был самураем, всю жизнь сражался, ничего другого, в общем-то, в его жизни не было. Вот. А Брюс Ли занимался много чем, разными вещами, и танцами, и преподаванием боевых искусств, и съемкой в фильмах, и там одним, другим, пятым, десятым и так далее. Ну, то есть тут несколько другие такие вот вещи. Окей. Значит, теперь давайте еще немножечко обратимся к техническому арсеналу джит-кундо и к различным параллелям. Я уже говорил не раз, что, ну, например, вот эти вот цепные удары винчунь, которые мы наблюдаем, да, вообще это вот прям скалькировано, скопировано из Фань Цзючуань. Там такая же история, существуют такие же точно цепные удары, они выполняются примерно так же технически, просто немножко по-другому с той точки зрения, что не фронтальное положение для них тоже возможно, для этих цепных ударов. Значит, возможно, не такое высокое положение, в том числе низкое. Фань Цзючуань, оно выполняется на любом уровне абсолютно там и так далее. Вот. И то, что мы видим у Брюса Ли, вот эти вот прямые, достаточно атакующие, как он говорит, колющие такие действия, да, значит, которые, ну, чаще всего мы можем связать все-таки с боксерским джебом и в то же время с прокалыванием рапирой в спортивном фехтовании. Эти действия мы наблюдаем, как ни странно, во многих северных школах боевых искусств китайских, да. Мы уже видели с вами, например, лоншуань, различные варианты, вы убедились, да, что там подобные вещи явно присутствуют, причем в большом количестве. Вот. Фань Цзючуань, если вы обратитесь, да, там то же самое, такое же точно действие, оно выполняется технически немного по-другому, там сгибание, разгибание руки не имеет большого значения вообще, оно может выполняться со сгибанием руки, без сгибания руки там, и так далее, выполняется в самом это действие там, плечом, корпусом, ногой, там, например, да, но не имеет значения. Важно, что это такое же быстрое действие, такое же прокалывающее и так далее. То есть в этом смысле технический арсенал здесь очень похож тоже на Фань Цзючуань. Вот это вот положение боковое очень часто похоже на Фань Цзючуань. Вот эти вот прокалывающие действия передней и добивающие задней рукой, например, да, которые мы чаще принимаем за вот типичный кросс, там, например, в боксе, да. Вот. Ну и по сути он и выполняется Брюсом Ли как кросс боксерский, да, там отрывается опять задняя пятка, там, например, скручивается корпус, там выкручивается бедро и так далее. Вот. Но в сущности подобные же вещи мы наблюдаем в Фань Цзючуань, там тоже, кстати, отрывается пятка, тоже выкручивается бедро не так, как в боксе, потому что Фань Цзи не представляет себе вот это вот зависание в воздухе, опираясь на противника, да, там, ну, я не знаю, как это объяснить. В общем, смысл такой, что там, ну, кто пробовал, кто работал с боксерами, да, наверное, многие знают, что чуть-чуть дернешь его, да, он вылетает, боксер, потому что он не находится в стабильном положении практически во время своей атаки. Вот. Ну, для Фань Цзи, например, это не очень возможно, но тем не менее вот это вот отрывание задней стопы, это то же самое, вот этот вот, ну, условный кросс такой и так далее. То есть мы это тоже там видим. И я вам расскажу еще одну такую историю из собственной практики. В частности,
Как я уже сказал, джиткундо набирала популярность на протяжении долгого времени. Вообще большой вопрос, вообще вот в нашу страну, или, по крайней мере, в Москву, что раньше попало, карате или джиткундо. У меня, кстати, вопросы большие возникают по этому поводу, потому что еще находясь в детском возрасте, совсем вот в детский садик ходя, я уже общался с человеком, который практиковал джиткундо. Вот был такой момент, например, в то время как первые каратеки у нас появляются, ну, такие пионеры карате у нас появляются в конце 60-х, в начале 70-х. Это, ну, тоже, да, примерно то же время, но вот последователь джиткундо, с которым я говорил, мне кажется, он начал гораздо раньше уже, да, то есть там, вот бог его знает, короче, что попадает раньше. Но то, что карате у нас занимает больший рынок, в итоге это факт, и фактически движение к боевым искусствам, ну, по крайней мере, в России и в Москве у нас начинается с карате по большей части, это тоже факт. Вот. В то время как последователи джиткундо, пришли ли они раньше на этот рынок, несколько позже или в то же самое время, они все-таки остаются где-то в тени до определенного момента. А потом внезапно, значит, таких клубов оказывается достаточно много. И, в частности, вот в то место, где я тренировался, у своего учителя, значит, к нам приходил один и тот же клуб, там приходило буквально несколько человек. Я не знаю, у нас не принято было расспрашивать много, потому что это было время, еще раз напомню, в которое сажали за практику боевых искусств. Поэтому чем ты сам меньше знаешь, тем меньше ты потом ментам можешь выдать. Вот, у нас такая была, в общем, так сказать, такое правило, поэтому старались не задавать лишних вопросов, то, что сам человек, вот, зная, ну, хочет сам поделиться там чем-то, да, то ты и слышишь, сам не задаешь вопросов. И, кстати, у меня так это и осталось на всю жизнь. Я тоже многого не знаю о своих там знакомых. Вот недавно Миша, например, прилетал, мой ученик. Оказалось, что я очень много не знаю о его жизни. Вот выяснилось только в этот момент, видите как, такая вот интересная штука. Так вот, значит, к нам приходили бойцы из одного из клубов джиткундо в том числе. Мы спринговали с ними очень мило, на хороших скоростях там и так далее. Все вот это вот, у нас была такая история. Вот, и как раз учитель, значит, неоднократно акцентировал наше внимание именно на том, что, ребята, вот посмотрите, с небольшой коррективой, посмотрите, это вот то, что вы делаете все время, да, это вот ваш фандинг. Вот такая была история. И в этом смысле, да, мы так плотно достаточно соприкасались с джиткундо, мы не занимались джиткундо специально в то время. Позже уже факультативно, например, у меня тоже была книжка Вэхара, вот эта вот, почему я ее так более-менее представляю, сейчас знаю там и так далее. Вот, и чисто факультативно, просто в качестве, ну, just for fun. Я тоже, как и многие другие, значит, слегонца осваивал джиткундо и в том числе работал в том, что я освоил, с тем, что я освоил, работал с представителями джиткундо в том числе, да, и в разных модификациях, то там я работал как там в Тамуанпай, например, с ними, я мог работать там, не знаю, в Файмзичуане, я мог работать с ними в джиткундо. И то, и другое, и третье, там, например, было мне интересно, да, хорошая практика. Вот, и просто я к чему это веду? К тому, что в принципе о джиткундо я узнал очень рано, довольно давно. И эта история, вот эта вот волна джиткундо, она как-то, ну так, достаточно мощно прошла по Москве, но, правда, потом раз так и растворилась, в общем-то. И, как я уже сказал, замечено, в джиткундо замечено очень много традиционного, совершенно традиционного, из традиционных же боевых искусств, да? То есть это я просто в пику тем, кто считает, что Брюс Ли вообще выбросил, забыл вообще о традиции, забыл о боевых искусствах, не стал вообще ничего этого и заново придумал, пересоздал что-то. Нет, ребята, это не совсем так, и мы это хорошо видим. Еще раз советую не очень доверять Вэхаре, который нам не договаривает правды. И когда вы читаете его учебник, вы можете обращать внимание на технические какие-то особенности, которые он вам сообщает в качестве обучения, но не очень обращайте внимание на его слова, которые там что-то порицают, например. Он не совсем прав, как выясняется. Так вот, это вот что касается, например, каких-то таких вот моментов, связанных с джиткундо. Кстати, недалеко от моего дома была такая, ну, как бы сказать, техническая такая зона, что ли, небольшая, вот, куда я ходил тренироваться, потому что, как я уже говорил, вот эти домашние тренировки, зальные тренировки, это все здорово, но лучше всего, когда вы тренируетесь в тех обстоятельствах, в которых вам придется сражаться, да?
Вот, поэтому там ни снег, ни ветер, ни звезд ночной полет там да, нас не должны останавливать. Вот, и я ходил вот в эту зону, как раз такую вот техническую, там, значит, и практиковал, в том числе там еще бойцы приходили туда, и как-то я рассказывал, что в одном из соседних домов оказался, живет тоже джиткундошник, хороший оказался парень, исключительно общительный, и к нам приходил, выпив пиво, исключительно, он очень любил пить пиво, и для него это было нормой. И под пиво он был прекрасен, в том числе как боец. И еще раз, я не призываю пить, каждому свое, как говорится, кому-то надо на трезвяк, кому-то надо вот так вот, кто как живет. Так вот, с этим бойцом мы неоднократно тоже, значит, спарринговали, практиковали. Я ему очень благодарен, в том числе за эти встречи. К сожалению, разорвались наши контакты, я не знаю ничего с ним связанного. Вот. Это я просто... да, о техническом арсенале, простите. Этот парнишка был не с такими длинными конечностями, как боец, о котором я уже рассказывал. Соответственно, и подход у него был несколько другой. К тому же, ребят, те, кто пьет пиво, наверное, знаете, да, что не особо поскачешь стремительно, значит, под пивом. Как-то больше расслабляет, конечно, с одной стороны, и вроде бы так вы более мобильными должны быть, но с другой стороны нервная система немножечко где-то отставание вам сообщает. Поэтому этот человек был не настолько стремителен в перемещениях. Ну, руки, ноги у него достаточно быстрыми были, тут ничего не поспоришь, практика есть практика, и, как говорится, мастерство не пропьешь. Вот. Но подход, его подход, он никогда не подавал руки вперед, вот как боец, о котором я говорил. Да? Его руки, они были примерно вот согнуты, но правда, с большей, с большим разбегом. Да? Задняя рука у него была наверху, нижняя рука была очень низко, достаточно низко, на уровне там пупка, условно говоря. Да? Вот такая была история. И именно из такой вот позиции ожидания, как это пишет Лохара, он работал, этот боец. Вот. И у него было меньше прямых ударов. Вот что интересно. Значит, это как раз идея для полемики, конечно. И я в интервью с Дмитрием, вы потом увидите, я задавал вопросы по поводу прямых круговых, например, атак каких-то и так далее. Вот. И теоретически, да, действительно, теоретически всегда кажется, что прямая атака должна прийти быстрее, но просто потому, что расстояние меньше. Ребята, это не совсем так. Значит, ну, я не знаю, можно какой-то ряд примеров, например, привести. Ну, вот вы берете какую-то железку в руку, например, да, и бросаете вперед. Вот она летит с какой-то скоростью, которой вы ее сообщили, с максимальной скоростью, которую вы ей сообщили, и, соответственно, за какое-то время там минимальное, которого вы хотите добиться вот этого броска. Вот. Теперь берете эту железку, привязываете к веревке, у вас получается такой импровизированный кистень, и простой поворот вокруг оси, без всякой силы, без ничего, сообщает этому движению колоссальную скорость, колоссальную мощь. Ну или возьмите, например, пращу обычную, когда вы камень не бросаете из руки, а бросаете из пращи, и тогда он летит с колоссальной скоростью и гораздо быстрее преодолевает то же расстояние. Еще раз, ребят, вот разница между круговым импульсом, например, и импульсом, связанным с прямым, казалось бы, действием. Все, ребят, не совсем так. Физика это поддерживает. С точки зрения физики, как раз круговое движение может быть гораздо более быстрым, чем прямое при прочих равных, например, и так далее. То есть это уже такое дело, связанное с полемикой, и в этом смысле каждый из нас выбирает то, что ему ближе. Так вот, говоря о бойце, о котором сейчас вот шла речь, он много работал круговыми атаками, руками я имею в виду. И это было достаточно эффективно с его стороны. Очень правильный был, очень хороший подход. То есть это я вот сейчас говорю о том, как немного модифицируются, пусть немного, конечно, но немножечко модифицируется вот этот вот типичный базовый какой-то арсенал джиткундо, например, да? Такая вот история. Вот. Ну и, кстати, кому интересно, я еще раз напомню, это все происходило при Совдепе. Совдепе это была эпоха совершенно уникальная. Ну, например, это было связано со всем нарастающим дефицитом. И если в спорттоварах вы найдете там велосипед, наверное, где-нибудь купите, то купить перчатки какие-то для тренировок вы вряд ли сможете. Были отдельные магазины запущенные, весть о которых передавалась из уст в уста. Там в Малаховке, например, был один магазин, вот насколько я помню, на Савеловской
Сейчас в Москве, там вот метро Савеловская, раньше не было этого метро, вот, и так далее. Значит, были спортивные магазины, в которых залеживался товар, в которых все сразу не расхватывали. Вот в такие магазины, приезжая, вы могли купить какое-то подобие. И я вот рассказывал, как мы, например, вот для практики джиткундо, в частности, да, там все джиткундошники всегда требовали не обязательно в перчатках. Но перчатки, естественно, были такие срезанные. Вот мы покупали вот эти вот перчатки снарядные, я уже рассказывал об этом, да, и такие блины такие вот, ну, я не знаю, как это сказать, ну, такая дурацкая перчатка, короче говоря. Обрезали пальцы у этой перчатки, значит, и пальцы ваши оказывались снаружи, и, да, достаточно подвижными или более-менее подвижными, да. Значит, срезали вот этот вот большой палец, он тоже свободным оказывался, да. Ну и, короче говоря, оставляли вкладку только вот на торце кулака. Все остальное это была просто перчаточка такая, вот, ничего не образующая. Что давало возможности достаточно большие. Это была нездоровая такая фигня, размером с вашу руку. То есть совершенно адекватно тому, как вы будете сражаться там на улице. Например, вот в таких блинах отрезанных мы, например, джиткундо практиковали. Да? Такая вот была история. Это я просто к тому, что джиткундо, по крайней мере в Москве, прошел через ряд итераций. И разные бойцы появлялись, и разные были способы решения тех или иных проблем, ну хотя бы вот с этими перчатками и прочее подобное. Вот. И когда сейчас, ребят, мне вот прям режет слух, когда сейчас вот иногда там появляются, например, какие-то люди, ну, скажем, на канале, которые как раз пишут о том, что джиткундо офигенный, Брюс Ли офигенный парень, и я офигенный, совершенно вот офигенный, потому что я следую пути офигенного Брюса Ли и офигенного джиткундо. Вот когда вот это вот все начинается, и когда при этом говорят, что все остальное не офигенное, а вот это офигенное, то немножко сам офигеваешь, конечно, от такой вот странной канители, и непонятно, откуда этот человек вообще взялся, где он практиковал-то, вот откуда он вылез, собственно. Это все тоже книжное джиткундо. Пусть оно прошло через ряд итераций, через ряд там учителей каких-то там, условно говоря, инструкторов там джиткундо, но все равно это вот все то же самое, с чего там когда-то начиналось. Почему когда-то это не было таким офигенным, а сейчас стало офигенным вот на уровне вот этого знатока уникального, я не знаю. Ну, как бы ни было, в любом случае, я просто веду к тому, что, значит, категоричность это было что-то, что неприемлемо было для самого Брюса Ли. И еще раз адресую вас к его книге «Путь опережающего кулака». Почитайте внимательно, не выхватывайте ничего из контекста, просто читайте каждую фразу, вдумывайтесь. И, в общем-то, книжка короткая достаточно, она не займет много времени для прочтения. Вы хорошо поймете то, что он говорил. Не надо только ни от чего отказываться, все воспринимайте, как он пишет. Да? И тогда вы увидите мир несколько другими глазами. И мир Брюса Ли вы увидите несколько другими глазами, и мир джиткундо вы увидите несколько другими глазами. И сделайте вывод о том, что не обязательно следовать конкретно действиям Брюса Ли для того, чтобы считать себя его последователем. Как ни странно. И это и будет отвечать его концепции. Вот. В частности, вот я вам привел пару примеров, по крайней мере, таких явных, которые отличаются, например, от общего тренда тех джиткундошных клубов, с которыми вы, скорее всего, можете столкнуться. И к тому же я сделал попытку пояснить, что джиткундо это не что-то выдуманное, не что-то, что осенило внезапно Брюса Ли, и он так хоп, так и все, вот прям трындец. Он такой мессия секты какой-то, буквально. Нет. Как я уже сказал, фактически все, что содержится в джиткундо, все имеет корни в традиционных китайских боевых искусствах, в тех или иных. Да, кстати, вот что еще. Совершенно я забыл рассказать об одном важном обстоятельстве. Значит, все традиционщики более или менее себе представляют, что такое нейгун, или цигун сейчас говорят, да, это, правда, ругательное уже слово, мне кажется, цигун, потому что под цигун сейчас подразумевает там волшебные пасы рукой, легкое дыхание и какое-то якобы оздоровление. Может быть, и реальное, там, не берусь ничего утверждать, не специалист в этой области, вот, но просто я хочу сказать, что нейгун, конечно, это несколько другая практика, это и практика оздоровления в том числе, но в первую очередь она служит каким-то боевым, явно повышению вашей боевой эффективности вообще. Вы можете за счет этого держать мощные достаточно удары, и за счет этого вы также точно можете мощно достаточно атаковать, например, да, или быстро защищаться, например, и так далее. Он там добавляет массу каких-то скиллов, которые невозможны на простой физиологии. Так вот, что интересно, у Брюса Ли в его пути опережающего кулака тоже есть некая апелляция к понятию энергии. Он постоянно использует слово энергия. Вот.
подразумевая именно не электрическую энергию, не электроэнергию, на всякий случай, для тех, кто не очень понимает, о чем здесь речь идет. Вот. Он подразумевает именно ци, да, то, что там, значит, подразумевается вообще в боевых искусствах, как ци, как нейгун, там, например, и так далее. Еще раз напомню, что нейгун и цигун – это разные вещи, несмотря на то, что говорят одно и то же, нет. Ци – это, ну, считается, что это работа диафрагмой. Вот считается, что сейчас считают, что это волшебные пассы руками и легкое дыхание такое расслабляющее. Это не так. Это работа диафрагмы определенного рода. Существует несколько, ряд вариантов такой работы для достижения тех или иных целей. Вот что такое нейгун. Но нейгун обязательно должен соседствовать не только с дыханием там, каким-то, но и с вашей внутренней работой. Вот почему он называется нейгун? Это внутренняя работа. И это еще концентрация сознания определенная, да? Там на каких-то определенных участках вашего тела, на определенных ваших действиях и так далее. То есть ничего здесь такого волшебного, такого, от Гарри Поттера, конечно, ничего тут нет. Вот. Так вот, что интересно, Брюс Ли, значит, в этой книге тоже возвращается к этой теме, он говорит тоже об энергии, но он нигде, я, по крайней мере, не помню такого, чтобы он где-то говорил о нейгун или о цигун, вот буквально, с точки зрения практики я имею в виду. Вот, что надо вот так дышать, что надо вот такие вещи делать, тогда, значит, вы получаете такие или те или иные бонусы. Нет. Когда он говорит об энергии, он говорит об энергии, которая возникает благодаря некоему напряжению вашей нервной системы, центральной нервной системы. Это то, что мы с вами уже назвали бы энергичностью. Он не использует этот термин, потому что он несколько глубже заглядывает. Он говорит об энергии, буквально, которая потом превращается в энергичность и соответствующие действия. Да? Вот. Так вот, для него энергия – это возбуждение нервной системы, центральной нервной системы. И к этому возбуждению такому нервной системы он нас адресует, когда говорит о том, что ваша природа в бою должна сама вам подсказывать, как и что нужно делать. Вот такая интересная штука. То есть он уходит от этого понятия ци. На секундочку, я еще раз напомню, свой путь условно в боевых искусствах он начинал с тайдишуань, который, конечно, на сегодняшний день боевым не является, или там условно боевым достаточно является там, да. Вот. И я думаю, что это была как раз причина, по которой вот он писал в книге «Пяти колец», в книге «Путь опережающего кулака», он писал, что трудно найти стоящего учителя. Вот его практика тайди действительно ему мало что дала. И я предполагаю, именно поэтому он уходит от понятия ци, от понятия энергии, как его представляли в традиционных китайских боевых искусствах, полностью его отсекая. Что интересно, это тоже по-своему традиционно. Дело в том, что в винчунь, например, мы не видим специальной, намеренной нейгун работы. Да? Те, кто практикует винчунь, наверняка меня понимают и, так сказать, поддержат в этом смысле. Значит, последователи Хоучуань, большинство, тоже обратят внимание, что там нет вот этого нейгун, да, в этом боевом направлении, ну и так далее. Ну, такие, ну, там можно перечислить какой-то ряд боевых искусств традиционных, в которых этому разделу не уделяется внимания, и, как правило, это довольно динамичные разделы, довольно динамичные направления боевых искусств, где как раз понятие энергичность связано с возбужденной центральной нервной системой. Вот что интересно. То есть в этом смысле Брюс Ли выступает как, в определенной степени как физиолог, как человек, который изучает физиологию человеческого тела. И, кстати говоря, если вы его почитаете, послушайте внимательно, вы увидите, как много он знал о мышцах, как много он обращается к понятию нервная система. Он это все не раскладывает. Ребята, это 70-е годы, это конец 60-х, начало 70-х, когда, вернее, конец 60-х, когда люди достаточно поверхностно общались, на поверхностном уровне. Не очень нужно было много каких-то, как это сказать, каких-то деталей. И в этом смысле он и так достаточно детален. И я просто хочу сказать, что Брюс Ли немало знал о физиологии человеческого тела. Это я еще раз в пику тем, кто считает, что можно проснуться идеальным бойцом.
И можно просто хаотично дергаться, и поэтому вы станете офигенными бойцами. Не, ребят, не станете, как бы ни старались. Для этого надо много учиться. И в этом смысле Брюс Ли никогда не говорил, что учиться не надо. Он говорил, что каждый день вы должны начинать свое обучение с нуля. Вы должны учиться каждый день. Не так, что вот вы обучились в течение недели, а потом всю жизнь одно и то же гоняете. Вот вообще не это. А то, что вы каждый день учитесь. И каждый ваш день – это новый день совершенно. В этот новый день вы должны обучиться всему, что потребует от вас этот новый день. Вот такая была история. Вот это важный момент. И он учился всю свою жизнь. Это вот я веду к тому, что, ребят, не надо поверхностно выхватывать его фразы из его каких-то изречений. Он говорит о том, что надо всему учиться. Он говорит о том, что ничего не бывает просто так. Его представление об упрощении, о котором мы говорим с Димой как раз в интервью, на которое я ссылаюсь, вот это вот упрощение, вот эта простота, отсекание ненужного, да, и так далее. Это хорошо нам известно еще из Древней Греции, когда, помните, там известный скульптор тоже говорит, что он не создает скульптуры, а отсекает ненужное. Да? Это еще оттуда. И Брюс Ли очень хорошо был знаком, в том числе с греческой философией, и, собственно, оттуда заимствовал эту фразу, что каждый день вы должны избавляться от чего-то. Но что интересно, что такая же идея заложена и в чань-буддизме, или в дзен, как, например, представляет это Брюс Ли. Идея как раз в том, что даже в даосизме, кстати говоря, вот в переводе Ян Хеншуна Лао Цзэ как бы говорит, что кто учится, все время увеличивает, кто идет по пути Дао, тот все время уменьшает. Шаг за шагом, отказываясь и отказываясь, вы приходите к недеянию. Ну, примерно так это вот звучит. Идея такая, что к своей собственной природе, или вот в данном случае как к недеянию, к таковости, как это иногда в чайнских текстах звучит, вы можете прийти действительно только избавляясь от лишнего. И вот этот путь, который Брюс Ли положил в качестве теоретической и концептуальной модели джит-кундо, именно концептуальной модели, да, вот этот путь, он заимствован из чань-буддизма, в общем-то, эта идея. Ну и, собственно, из греческой философии, как мы выяснили. И эта идея как раз говорит о том, что ваши трансформации, ваше движение по пути боевых искусств – это шаг за шагом. Это когда вы отказываетесь от предыдущего шага, чтобы сделать следующий. Вот это важный момент. Именно об этом Брюс Ли говорил, как о том, что не надо вязнуть в устойчивом в чем-то, вот уже завершенном. Да? И вы не можете сделать следующий шаг, не отказавшись от предыдущего. Невозможно. Вот об этом говорит Брюс Ли. Вот это вот важный момент, которому мы можем научиться у него, который мы можем у него почерпнуть, несмотря на то, поддерживаете вы джит-кундо, не поддерживаете, практикуете вы, не практикуете, любите, ненавидите и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, это очень важный такой урок от Брюса Ли. Еще раз, ребята, адресую не в качестве рекламы. Как вы понимаете, я не связан с семьей Ли, не в качестве рекламы, а в качестве просто такого движения по пути бойца. Очень рекомендую, братцы, прочтите, пожалуйста, книгу Брюса Ли, не Вэхара, а именно Брюса Ли «Путь опережающего кулака». Да? Вот, пожалуй, все пока, что я хотел сказать на сегодняшний день. Честно говоря, я хотел разбирать совершенно другие вопросы, но когда вот сел, собственно, за компьютер и запустил стрим, я решил, что нет, я пока оставлю все эти вопросы, они никуда не уйдут, мы будем обсуждать их позже несколько. А сейчас вот мне хотелось как раз поговорить немножко о джит-кундо, о Брюсе Ли немного, ну и вообще о боевых практиках. Богдан пишет, очень интересный стрим, спасибо большое за стрим. И тебе спасибо, Богдан, братцы, и всем большое спасибо за участие в этом стриме. Всего вам доброго, надеюсь, что скоро увидимся. И не забудьте, еще разочек вас адресую, вот там внизу есть ссылочка на первую часть интервью с Дмитрием, как раз о джит-кундо, и дальнейшие, значит, 2, 3, 4 часть будут выходить вот последовательно, буквально одна за другой, я не буду их разбивать другими какими-то видео. Так что у вас будет возможность все это посмотреть вот прям буквально последовательно. Все ссылочки в каждой части из этого интервью. Вы можете перейти там с 4 части посмотреть вторую, и с 2 там можете перейти к 3, там, ну и так далее, как вам удобно. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам внизу и на плейлисты нашего канала, где легче сориентироваться в тех темах в области боевых искусств, которые вас интересуют. И я вам желаю хороших тренировок. Счастливо!